Всем доброе утро. Вот и наступила пятница. Ура! Сегодня старшая дочь приезжает с лагеря. В этом году лагерь настолько был классный. Сегодня какая-то подвижность на улице. Лагерь настолько был классный, что мне дочка за 5 дней позвонила 1 раз. Не, она мне писала каждый день там, и какие-то фотки присылала, и видео я хотела сначала смонтировать, потом думаю, нет, сделаю отдельно про лагерь. Приедет, расскажет сегодня свои впечатления. Смотрите, какая красота. Это когда у человека нет удачи, но он хочет, чтобы было красиво. Видите, напротив своих окон посадил. Или посадила. Вот. В общем, я так понимаю, ей там все понравилось. И уезжать вообще не хотелось. Вот. Младшая сегодня с классом идет на концерт. Со школы водят достаточно часто на концерты, на оперу, на балет. Вот. Это все абсолютно бесплатно. То есть никаких денег не собирают. Я так понимаю, это школа оплачивает. Единственное, что спрашивают, есть ли у ребенка проездной. И если нету, то опять-таки же школа покупает детям билеты, потому что на вот эти все мероприятия они ездят общественным транспортом. Никакого там спецтранспорта, специально заказанного автобуса, вот как в Украине, да, заказывают специально автобусы и везут детей. Эти автобусы стоят, ждут, потом везут их обратно. Нет, здесь организованно идут до остановки, садятся на общественный транспорт и едут куда им надо. Вот. Ну и билеты на общественный транспорт, у кого нет проездного, тоже покупает школа. Какой красивый кустик. Так, я сейчас уйду отсюда, то тут машины ездят. Или надо кричать на всю улицу, или вам будет меня не слышно. Сейчас дети с утра пришли в школу. У них завтрак. Но завтрак это имеется в виду то, что ты принес с собой с дома. То есть в школе не кормят завтраком, но есть пауза на завтрак. Кстати, такое же и в детских садах. Не знаю, как в частных, но в государственных деткам родители ложат в судочки завтрак, они приходят в садик и завтракают. Ну, а потом уже садик накрывает обед. Ну и в школе тоже так. Кто платит за обед, тот в обед уже идет кушать. В общем, они сейчас завтракают. Не знаю. Потом хотела сказать. В Германии, насколько я знаю, немецкие дети дома не завтракают. Я уже говорила об этом. Ну, кто только первый раз смотрит мои видео. Они завтракают в школе вот то, что им ложат в судочек родители. Ну, как правило, это морковка, яблочко, орешки. Никаких там колбас, пиццы, всего такого. У меня дети дома завтракают. Значит, сейчас они в школе позавтракают и поедут на концерт. В концертный зал такой в центре города. Вот. После него они приедут в школу. И у них еще будет 2 урока. Почему так? Потому что многие дети ходят на продленку. И за продленку, кстати, платят отдельные деньги. Мы от продленки в этом году отказались. В прошлом году она ходила, а в этом году решили, что ей она не нужна. Ну, она и не хочет на нее ходить. Вот. И поэтому дети, которые ходят на продленку, так как между прибытием в школу после концерта и началом продленки там час-полтора, то учителя не могут просто отпустить детей в неизвестном направлении. Поэтому организовывают уроки, чтобы дети побыли в школе на уроках, а потом
пошли на продленку, а те, которые уходят домой, ушли домой по времени, а не там раньше или как-то. Ну, тут строго, если уроки заканчиваются в 12:45, то ребенок не может уйти со школы там, в 12, да, потому что отменили последний урок. Такого нету. Если даже учитель заболел, приходит подмена, и все равно урок проводит хоть какой-то. Положено уходить в 12:45, значит 12:45, и не раньше. Смотрите, кто у меня цветы жует. Хулиган. Улетел? Нет. Сижу за компьютером, смотрю, птичка. А это воробей прилетел цветочки мои поклевать. Представляете? Так, поближе приветик. Что я вам хочу сказать? Муж поехал, встретил дочку, все нормально, приехали они хорошо. Если в ту сторону они ехали, то на дороге час они стояли в пробке, то в обратную сторону уже с погодой, господи, и с погодой тоже, и с дорогой было все хорошо. Вот, то есть доехали вовремя, и все хорошо. Первое впечатление, что скажу. Я, конечно, буду делать отдельно видео, потому что, ну, рассказывать просто на словах, это не так интересно, как посмотреть. Я просила, чтобы она все снимала. Ну, что смогла, то сняла. Вот. Остальное, что не сняла, я вам расскажу из ее слов, да. Но вот, общими словами, очень понравилось и в этом году быть в лагере. Если в прошлом году детям откровенно было скучно, и на этом острове просто не было никаких развлечений, ничего, это был просто остров и просто там домики и все, то в этом году, по крайней мере, у них, ну вот в понедельник они приехали, конечно, день приезда они никуда не ездили, там пока поселились, пока разложились, пока ознакомились, понятно, это такой день приезда, он всегда идет на организаторские какие-то дела. Вот, ну и день отъезда, конечно, потому что они утром встали в пятницу, позавтракали и уже сели в автобус и поехали. Ехали где-то 5,5 часов. Вот. А получается 3 дня, это вторник, среда и четверг, то, конечно, каждый день у них был расписан, и каждый день был интересный. И, в общем-то, скучать не было времени, днем были развлечения, вечером дети развлекались сами, как могли, кто что придумывал, ну, как подростки, в принципе, ничего нового я вам в этом плане не расскажу. Вот, по поводу лагеря, в общем, я отдельно все сниму и все отдельно расскажу, все понравилось. Я так понимаю, никто уезжать вообще не хотел, как в той истории. Мама, постираем вещи, я поехала назад. Кто смотрел мое предыдущее видео. Мы собирались на эти выходные поехать на дачу, но решили не ехать. В понедельник, 1 мая, и я уже говорила, дети не учатся, и в Дрездене, в Германии какой-то большой праздник, не знаю, как он там называется, вот, но по всему Дрездену будет много всяких развлекательных мероприятий, и ярмарка, и выставка ретро-автомобилей, именно не государственных, а частных ретро-автомобилей, но думаю, что это очень интересно, но мы туда, к сожалению, в этом году не попадем. В общем, мы решили не ехать на дачу в эти выходные, а пойти провести время с семьей, с детьми и погулять где-то по городу. Потому что, честно говоря, я вот даже вспоминала, когда последний раз мы вот так вот выходили, там или в парк, или куда-то вместе все погулять просто, чтобы это было не в магазин, не по делам, а ну просто погулять, вот тем более сейчас уже вроде бы как погода устанавливается, хотя все равно еще на улице холодно, но, по крайней мере, если не идет дождь, это уже прекрасно. Вот, поэтому мы решили возобновить эту традицию. Уже больше года мы никуда так вместе не выходили. То сначала было не до развлечений,
как вы сами понимаете, да, а потом появилась дача, все выходные уходят на дачу, потому что все время там что-то надо делать, тем более весной садить что-то, ну, в общем, вы по моим видео видите, да, что все свободное время посвящается даче. Поэтому я предложила, что давайте не будем ехать на дачу, мне так не надо особо что-то там высаживать, ничего у меня еще из горшков не выбегает, и корни в подоконник не пускает, поэтому можно как бы эти выходные пропустить, вот, и пойти всем вместе где-то отдохнуть и погулять, тем более я же говорю, что весь город будет что-то праздновать, что-то показывать, где-то какие-то концерты, ярмарки, вот, ну, в общем, я, конечно, вам буду все снимать и показывать, вот, мы немножечко написали себе уже культурный план этого мероприятия, вот, поэтому в воскресенье будут подготовительные дела к понедельнику, вот, а в понедельник мы будем целый день гулять прямо с утра. Прямо с утра начнем как гулять, как будем гулять, как будем. Главное остановиться, потому что во вторник всем на работу, ну, в смысле, мужу на работу, детям в школу, вот, и начинаются опять трудовые будни. Что, хочу вам показать, что дочка привезла нам из сувениров, с Голландии, хотела сказать, с Гамбурга. Сейчас покажу. Так, привезла вот такие вот конфетки. В моем детстве они назывались, по-моему, цветные камушки. Но дети говорят, что это какая-то там очень популярная фирма. Это дочка купила в парке аттракционов. Вот тут написано, с какими вкусами эти камушки. Можно было самому заказывать, ну, набирать в пакетик сколько хочешь. Ну, там по весу, в общем, они стоят. Потом этот пакетик взвешивают и говорят, сколько денег. Вот такой вот. Потом есть вот такие еще, тоже как цветные камушки. Только это конфеты с сюрпризами. Кто видел, может быть, какие-то американские есть съемки в Ютубе, когда молодежь там собирается, вот они стоят 3 евро, и едят эти конфеты, они абсолютно одинаковые, но 2 вида, например. Вот коричневых 2, то есть один коричневый это капучино, а второй коричневый... Печень и лук. Печеный лук. Угу. Печень и лук, да? Печеный лук. А ты что, запомнила все? Ничего себе. А розовые? Не запомнила. Ну, в общем, вы поняли. Смысл этих конфет. Допустим, берете желтую или розовую, да, розовую, допустим, я беру, и, ну, кто там, мой друг берет розовую, и кому-то попадается, значит, гранатовый вкус, а кому-то, что это? Какая-то старая ассоциация. Какая-то старая ассоциация. С другим приведи пример. Ну, давай другой, что? Синяя. Синяя. Вот, например, синий. Я беру синюю конфетку. Они абсолютно одинаковые, их по цвету не различить. Я, например, беру синюю конфетку, и мой друг берет синюю конфетку. И вот кому-то попадается что тут? Зубная паста. Ага, кому-то попадается зубная паста, а кому-то попадается... Ягода. Ягода. Вот, тут есть также протухшее яйцо, вонючие носки. Ну, в общем, дети сказали, что они будут со мной играть, но я не хочу. Я не хочу такую игру играть. Я не готова на такие эксперименты, потому что может быть какой-нибудь обратный эффект. Организм может отдать завтрак или обед обратно, если вдруг попадется что-то невкусное. Дамочка, здравствуйте. Альмира пришла. Привет, привет, Альмируськин. Она тоже хочет сниматься, видите? Пришла посниматься. Так, ладно, с конфетами разобрались. Альмира, отойди. А кто это у нас тут отдыхает, маленький, усталенький? Альмируськин. Прилегла, да, на солнышке нагрелась, тепленькая такая. Так, вот это вот такой пиратик. Кто не знает, Гамбург это морской город, да?
Порт там есть, да. Вот такой вот пиратик. Мне, честно говоря, пиратик напомнил почему-то море в Украине. Тоже такие всякие сувенирчики там продаются. В общем, эта пиратика она привезла папе. Вот. Вот этого вот классненького, умненького медвежонка она привезла мамочке. Ну, мне в смысле. Вот такой вот он умный, стоит с листиком, с глобусом. Сейчас скажу, сколько даже стоит. 6 евро, представляете? Ну, понятно, сувениры всегда дорого. Они никогда не бывают дешевыми. Вот такой у меня уже медвежонок. Нам теперь надо в комнату купить полочки, чтобы ставить туда всякие сувенирчики, которые... Ну, или мы вот привозим с Италии. Тоже у меня сувениры все лежат в шкафу, потому что ставить не особо их некуда. Поэтому надо подумать про полочку, ставить вот так на полочку красиво все сувенирчики. Вот, потом еще вот такой вот магнитик. Правда, нам магнитики некуда вешать. Тоже 6 евро. За что? Ну, вообще наглость, конечно. Потому что у нас на холодильник зашит в шкаф, и магнитики вешать некуда. Вот. И вот такой вот еще сувенирчик, вот такой вот рыбачок. Вот. И младшей дочери она купила, не пугаемся, та-дыш, вот такую вот игрушку. Это Беззубик. Ну, дети говорят, что это с какого-то мультика Беззубик. Я такой мультик не смотрела, не знаю, не скажу вам. Но классный, по-моему. Но тоже стоит 10 евро. Маленькая игрушечка, смотрите, видите, на руке у меня помещается. 10 евро. Ну, потому что все рассчитано на туристов, поэтому, соответственно, и цены такие. Вот такие вот подарочки привезла. Я тебе уже сняла и твою руку, и твою ногу. Привезла старшая дочь нам. Альмира вписалась в картину мира. Альмира, ты что, спишь, что ли? Это тоже сувенир. Это местный сувенир. Это местная достопримечательность. Да, Альмирушки? Вот такие вот подарочки. Ну что, в общем-то, я вам все рассказала, все показала. Видео про лагерь будет на следующей неделе, потому что уже на этой неделе я не успею. Вот. И в выходные меня ждут лакокрасочные работы по улучшению фасада. Потому что, надо делать ногти. И в общем, идет весна, надо делать ногти. У меня ногти я делаю где-то раз в месяц. Но в этом месяце что-то у меня вообще ногтепад какой-то произошел. Вот. А так как в понедельник мы идем гулять, то, конечно, мне надо привести себя в порядок. Вот. Как вы видите, я опять обстригла себе челку. Вот. Не собиралась этого делать, потому что летом обычно жарко, и челка прилипает к колбу, но я смотрю, тут до лета еще далеко, потому что еще весна толком не пришла, поэтому пока я похожу, а потом все-таки я буду ее отращивать, потому что летом с челкой вообще неудобно. Но хотя посмотрим, какое будет лето. Если будет такое лето, как весна, то можно и с челкой ходить. А вот... Я, правда, ее устаю укладывать, но ладно, я думаю, что неплохо. Вот, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Всех люблю, целую. Все буде Україна! Пока-пока!